Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Ева Оракул Таро. С вами Ева. И сегодня мы с вами будем смотреть тему, которую, я знаю, вы ждали, просили. И эта тема будет на колоде, которая полюбилась тоже многим. Называется она «Хорошее Таро», «The Good Tarot». Вы спрашивали, как называется колода. Вот я вам специально всегда в начале расклада показываю. И буквально я записывала сейчас расклад по Альберта Эйнштейна. Такая светлая энергия. И когда я вот после этой энергии, знаете, вот сразу же хочется как будто бы дать ей продолжение и записать расклад на тему вашего рода, потому что несколько дней у меня уже в потоке идет, там меня толкаете, просто мне вот идет из потока, что нужно записать расклад про мужчину, который идет по роду, потому что идет такое ощущение, чем я закончу. Кстати, я сейчас, представляете, закончила расклад, перемешала колоду, снова уходит иерофант. То, на чем я заканчивала про Альберта Эйнштейна. Так вот, понимаете, идет иерофант. У вас есть ощущение, во-первых, очень сильный род и сильная вы. Но вам кажется, что вам по роду мешают, что там идет помеха, что вам на самом деле оттуда идет проблема, и именно из-за этого у вас не происходит встречи, понимаете, той любви, которую вы хотите. Но мне идет сразу же, понимаете, из потока, что на самом деле ваш род вам очень помогает и вам, по сути, ведет человека. То есть, а у вас есть такое ощущение, что наоборот оттуда идут помехи, и только оно как бы мешает. То есть вы, наверное, в глубине понимаете, что от рода есть сила, но где-то есть какие-то моменты, и вам кажется, что оттуда есть, ну, как бы, скажем так, какие-то очень негативные, тяжелые программы. Но нам показывают, что на самом деле это не так. На самом деле вам по роду все ваши предки, особенно вот я смотрю первое, второе, третье колено, там сейчас идет огромная работа и помощь вам, и это не очевидно вам, понимаете, это не очевидно вам. Вам кажется наоборот. Давайте сегодня будем это разбирать, что происходит, какого мужчину вам ведет ваш род и вообще о чем вообще сегодня пойдет речь. Давайте посмотрим. Очень-очень интересно. И такая у меня сегодня локация. Она вот и к прошлому раскладу пришлась, и к этому раскладу. По сути, такая, видите, вот такая вот женская фигура, кстати. Женская, да, вот у нее бюст. Вот у нее здесь, что у нас там, да. То есть очень светлая. То есть на самом деле вас ведут в свет, вас ведут в счастье, вас ведет род туда, куда вы, по сути, мечтаете. А вам кажется, что вас это тянет назад, понимаете? Сразу же выходят, понимаете? Вот я же говорю, вы не видите настоящей как бы сути, понимаете? Вы не видите ситуации двойка, по сути, мечей, двойка воздуха. Вы не видите ситуацию такой, какая она есть. Вы через призму каких-то, возможно, видите каких-то страхов, сомнений, каких-то обид. То есть у вас есть какое-то вот замутненное немножко, знаете, представление. Поэтому, но на самом деле ваш род вас очень любит. То есть ваши родители вас очень любят, ваши бабушки, дедушки, они вас очень любят. Какие бы у вас ни были отношения, то в целом я смотрю, вот вы в вашем роду очень светлая, очень сильная фигура. И даже если вас могли там не любить, обижать, кто-то там да, ненавидеть, кто-то там от вас отказываться, что угодно может быть, расклад общий. Почему-то мне такое идет из поля, да, потому что вот такая достаточно тяжелая энергия вышла, да. Но на самом деле вы очень любимы, почитаемы, и вы очень такая, знаете, важная вы персона в вашем роду, очень важная, очень важная. И здесь сразу же выходит четверка кубков, понимаете, четверка воды. Очень, вот даже здесь, посмотрите, девушка такая вот русалка, жемчужина, очень красивая колода. Как она резонирует сегодня, посмотрите вот с тем, что вот здесь, вот посмотрите, какой классный резонанс. Так вот вы такая вот жемчужинка в вашем роду. Очень, очень, понимаете, вы другая. Есть вот другие, есть камни, серые камни, черные, красные. Вот по берегу идешь, собираешь. А вы вот это вот жемчужинка, понимаете, такая. И поэтому ваш род очень любит. Именно ваша исключительность. Ваша исключительность. Сейчас я хорошенько перемешаю колоду. Карта звезда выходила, да? Да, я ее не успела, начала перемешивать. В общем, вышла карта звезда на вас, понимаете? Потому что вы человек из всего вашего рода, который идет к своей мечте и от нее не отказывается. Вы будете до конца идти, понимаете? То есть если я смотрю вот в вашем роду, кто смотрит этот расклад,
Даже если у людей были какие-то мечты, какие-то сопротивления возникали, какие-то сложности, они или сдавались, или отказывались, или вообще у них не было, знаете, такой высокой какой-то цели, высокой мечты, то вы человек с высокой мечты. То есть если, допустим, существует любовь на земле, я хочу самую чистую, самую светлую, самую большую любовь. Если есть деньги на земле, или там есть возможность там зарабатывать деньги, я хочу зарабатывать деньги, чтобы получать удовольствие, получать вот самое максимальное возможное количество денег для меня, но получать от этого удовольствие. Такое идет, понимаете, сразу же идет подтверждение король огня, потому что вы такая, понимаете, вы такая девушка, вы такая женщина, которая, знаете, очень уже мудрая душа, вы по-мелкому уже не играете, вы очень уже, скажем так, с большими-большими наработками, очень у вас большое сердце, понимаете, что цена таких знаний, цена такого вообще отношения к жизни, она невероятна, понимаете, только вы знаете, что вам удалось пройти вообще в этой жизни, понимаете, что как ваше сердце работало. Кстати, вот у меня, кто у меня еще не знает, да, у меня родился второй канал Ева Таро. Там я разбираю great people, известные, сильные стороны известных людей. Так вот, я там разбирала принцессу Диану. Девочки, пожалуйста, посмотрите, если вы смотрели этот расклад, вам это срезонирует, понимаете? Вот здесь мне сразу же вышло, мне вспомнилась эта энергия. Понимаете, вот вы свое сердце прокачали, ваше сердце очень большое, потому что оно столкнулось, понимаете, с большим количеством трудностей и негатива. И вы это все, знаете, как фильтр такая, очистные сооружения, вы все это очистили, понимаете? Такое какое-то дерьмецо, все, весь негатив. То есть у вас, ну как вам сказать, и вот такое ощущение, что вот ваш род наблюдает за вами. Знаешь, вот мне такой вот образ идет, сейчас посмотрим, что выходит. Девятка огня, я же говорю, ну звезда должна была выйти в другом, понимаете, формате. Но здесь, понимаете, вот девятка огня, по сути, девятка жезлов, да, здесь мне она говорит о том, что именно на этой колоде она о том, что вот... сейчас я вам образ скажу, который мне пришел из потока. Вот вы как будто бы звезда, вы на сцене стоите, и вот вы исполняете что-то. И вот как будто бы вот в зале, в этой самой первой ложе сидит ваш род. Вот мне такой образ идет, понимаете? И кто-то смотрит так, кто-то с осуждением, кто-то как бы совсем... Вот понимаете, не зря я сегодня записывала расклад прямо перед этим. Редко такое бывает, что я в один день записываю, да, вот 2 рассказа. Но сегодня, когда записала этот расклад, тут же мне пришла эта тема. Потому что про таких людей, гениев, изобретателей, как Альберт Эйнштейн, который я записывала сейчас на другой канал, да, свой, это обычно люди не с мира сего, понимаете, неадекватные. Поэтому и на вас тоже, понимаете, вы можете чувствовать, что вас не одобряют, ваши желания чересчур, ваши мечты чересчур. Слушайте, я сейчас только поняла, как цикады кричат. Вы тоже это слышите, да? Просто тут оливковые деревья. Я надеюсь, микрофон глушит. В общем, если вы слышите этот звук природы, понимаете? Вот так, кстати, вот это так, не зря сейчас обратила внимание. Вот эти голоса, вот эти вот крики, вот это вот именно абсолютно то, что вы можете слышать. Представляете, только я сказала, замолчали. Вот только я, вот они кричали, чтобы я это сказала. Как обычно. Спасибо, друзья, спасибо вам. Так вот. Докричались до меня, достучались до меня. Так вот у вас эти цикады, понимаете, вот эти цикады, ваш род, ваши все люди окружающие, ваш род, они могут вас внешне критиковать, не одобрять, говорить, что ты вообще какой-то, ну ты куда ты... Вот это ты только себе вот это такое придумал, понимаете? То есть может быть такое ощущение, что вас как будто бы не одобряют. Но на самом деле вам просто в хорошем смысле, да, идет такая вот немножко зависть. Вы можете чувствовать от рода зависть. Еще раз, видите, я не договорила для эту карту, потому что она сразу же, что там выпрыгивает к нам? 5 пентаклей, понимаете? И Луна. Я же говорю, что вы можете чувствовать вот эти вот энергии, немножко такие негативные, какую-то такую зависть. Эмоции разные вы можете оттуда чувствовать, понимаете? И вас это смущает, вас это может останавливать. Почему у нас так расклад называется, да, что вот ваш род на самом деле-то ведет к вам мужчину. На самом деле весь род вам желает добра, но на внешнем уровне вы можете мне сказать, что это не так. На самом деле у меня есть такое ощущение, что меня не одобряют, меня считают там чересчур, или считается, что как-то вот там, не знаю, там мои чувства, они какие-то там, как сказать, мои желания, мечты, мои потребности, они какие-то там сверхъестественные, что я как будто бы иду вне системы. Вот вас как будто бы, знаете, вас могут воспринимать вне системы, и вот ваши амбиции, они чувствуются, и видят, что вы можете достигать чего-то, и к вам, кстати, есть вот эта зависть.
Вы можете чувствовать зависть от мира однозначно, от людей, причем достаточно от многих, потому что вашу силу чувствуют. И вот если мы разбираем здесь сегодня род, понимаете, здесь восьмерка воздуха, она здесь именно говорит о том, что да, это однозначно есть, понимаете, вот эти вот энергии негативные и так далее. Но нам показывает, что вам нужно понять, что бы вы там не видели на внешнем, все равно ваш род, именно эта зависть рождает ощущение, понимаете, любви к вам, потому что вами восхищаются, вас видят как самой сильной душой, понимаете, самой чистой душой, которая помимо того, что сможет изменить свою жизнь, так вы еще сможете этими изменениями повлиять на весь род, понимаете. Вас видят такой фигурой. Боже, ну не зря я записывала про Альберта Эйнштейна. Девочки, обязательно посмотрите, я оставлю ссылочку на тот канал, посмотрите это видео, потому что такая там была светлая, чистая энергия от него, понимаете? Вот мне кажется, в вашу мужчину, в вашу жизнь придет такой мужчина, понимаете? Вот не зря так. Посмотрите этот расклад. Посмотрите. Боже, я не могу, у меня аж дыхание перехватило. И цикады начали кричать, понимаете? Да, понимаете? Ну, потому что я сейчас вам сформулирую. У меня просто такой поток сейчас пришел. Я сама в шоке. В общем, тот мужчина, который вам от рода, который ваш род с удовольствием в вашу жизнь будет не мешает, а помогает в вашу жизнь прийти, понимаете? И вы это сами, скажем так, воссоздаете, понимаете? Вот так же, как Альберт Эйнштейн, посмотрите, короче говоря, тот расклад. Так вот, помимо того, что вы сама обладаете таким качеством, как тот мой герой на канале, да, изобретатель, также и мужчина, который к вам идет, по камере ползет, какой-то друг. Кто-то пришел тут к нам, понимаете, на расклад. Да, интересно. Какой-то кузнечик, паучок. Светлый причем. Так вот, что я хотела сказать. Сбилась. 30 тысяч раз сбилась. Почему? Вот это, кстати, не зря сбилась, потому что вас сбивает разговоры, мысли, мнения других людей. Вас сбивает. Весь расклад об этом, понимаете? Вот вам нужно вообще перестать думать, вот мне напоминание. Почему гениальные люди, и тот же Альберт Эйнштейн, которого мы сегодня разбирали на другом канале, да, почему он смог сделать то, что он сделал, смог передать те знания, те божественные потоки, которые на него шли, потому что его не волновало все вокруг. Человек внутренне очень свободный. Вот и нам говорят, что чтобы вам прийти к вашему счастью, вам нужно себе позволить быть абсолютно свободной от чужого мнения, от чужих мыслей, от чего-то. Нос такой зачесался, какой-то, видимо, был ядовитый этот паучок. Видите, да? Что-то он был какой-то странный. Много насекомых, сейчас лето, нужно быть аккуратно. В общем, то счастье, которое вы можете испытывать по жизни, вы сами себе его где-то перекрываете. И это не другие люди, это ваша реакция на людей. Это не другие люди вам завидуют, это вас смущает то, что они вас завидуют. Понимаете, вы должны это немножко пересмотреть, нам показывают, потому что на самом деле нам показывают карты. Я вот вижу с потока, что ваш род видит вас действительно уникальным человеком, семерка Земли, видит вас человеком таким, знаете, вот вы эльф, вы эльфик, вы в роду такой светлый эльф, который позволит себе мечтать и свою мечту будет воплощать. То есть вы сейчас думаете, что мне, ну и ладно, не получается, и ладно. Не получается, и ладно. Ну и что? Двойка воздуха. Ну и ладно, сдамся. Но нам показывают, что настоящий светлый поток любви, он не может останавливаться. Это не тот ручеек, который можно перекрыть. Особенно каким-то чужим мнением, каким-то чужим одобрением или неодобрением. Понимаете, одобрение не важно. Здесь самое главное, чтобы вы, понимаете, вот развязали себе глаза и начали видеть мир таким, каким есть. Потому что это вам перекрывает путь. Маг, конечно же, выходит, понимаете? Ну, конечно же, маг выходит, потому что мужчина хочет, чтобы я говорила о нем. Потому что вот это вот мужчина, образ мужчины, не зря я сегодня разбирала Альберта Эйнштейна, такого светлой, такой чистой, светлой, доброй энергии, хорошее Таро, понимаете? Это очень хороший мужчина, очень хороший мужчина. Очень хороший мужчина. Такую энергию, которую я там сейчас стала на раскладе, ну, я же говорю, таких людей я еще не встречала. Такая теплая, светлая энергия. Так вот, в вашу жизнь по роду вам идет такой человек.
за ваши наработки, за наработки вашего рода, за те испытания, которые проходил весь ваш род. К вам в вашу жизнь идет мужчина очень светлый, очень добрый, очень настоящий, очень глубокий, которому не нужно уже объяснять какие-то, знаете, вот как, если, допустим, вот как мы, почему-то я все время зацепила за этого, да, то есть если какой-то изобретатель, гений будет простому человеку что-то объяснять, для него все это будет какая-то ерунда, фантазия, или там человек визионер будет объяснять человеку с очень таким материалистичным взглядом какие-то вещи высшие. Представляете, сегодня вот эта цикады так разорались, такая жара, то мне там музыку нужно перекрикивать, то людей, а сегодня цикад. Так, давайте. Тихо. Уже не могу их перекрикивать, орут вообще. Спасибо, что вы меня услышали, замолчали. Умнички. Так вот, смотрите, вот по магу это мужчина вашего порядка, вашего уровня. Я, кстати, смотрю, даже очень многому он сможет вас провести. Вот не зря я разбирала Альберта Эйнштейна, то есть он проводником был светлой энергии. То есть мужчина, по сути, идет, он проводник светлой божественной энергии, понимаете? И он вам очень поможет на вашем пути. Знаете, то есть это не то, когда вы приходите в жизнь мужчины, и вы там его пытаетесь спасать, сделать лучше. Нет, здесь мужчина будет, понимаете, даже вот в чем-то мудрее и сильнее вас. Вернее, те силы, которые у вас уже есть, он вас увидит и почувствует, понимаете? И вы рядом с ним сможете их проявить на полную, вот, потому что будут правильные условия. Потому что сейчас с вами нету таких людей, которые могли бы вам, и нету такого мужчины, который мог бы вас раскрыть, вашу природу, и вы могли бы проявить себя по полной, понимаете? Все свои, скажем так, планы, идеи, всю свою натуру, я бы так сказала, понимаете? Всю свою даже какую-то чувственность вы до конца не можете проявить. Как можно перекричать этих цикад, я не знаю. Да я уже на записи потом услышу вообще, кто из нас громче, они или я. Вот понимаете, вот так вот и вы тоже. Вам кажется, что ваш род вас отвлекает. Они пытаются вас перекричать, что они вас отвлекают, что ваш род на самом деле вставляет вам палки в колеса. Вот не зря сегодня эти цикады так орут. Но на самом деле, нам показывают карты, понимаете, это не так, император. На самом деле ваш род ведет к вам императора, человека, понимаете, мага. Маг и император – человек, который уже понял жизнь, которому вообще ничего не нужно объяснять. И вот все эти тайные ваши знания, вся духовность, все ваши энергии, вся ваша мудрость, она с ним сможет раскрыться на полной, потому что он уже это раскрыл, и он уже это максимально свободно проявляет. А вот у меня идет из потока, да, что, понимаете, в вас тоже есть, вы представляете как, в вас тоже есть эта сила, понимаете? Боже, я первую карту, которую вытащу, посмотрите, вы и лев, и он лев, понимаете? Вот у вас тоже есть огромная эта же сила, но вы пока не знаете, как с ней справляться. Смотрите, какая карта. На обложку поставлю. Класс. Просто. Восторг. И посмотрите, здесь со светом, понимаете, у него свет горит. Этот лев, царь зверей такой, понимаете, и вы такая царица. Проблема в том, что мужчина, который идет в вашу жизнь, который вам выходит по роду, понимаете, тот мужчина, который сможет вам помочь убрать все эти сомнения, неуверенность, оглядки на других, понимаете, он уже так живет, он уже такой. А вы внутри такая, но вот у вас по роду очень много таких, знаете, таких программ, ограничивающих убеждений много. Вы сомневаетесь, оглядываетесь, там пытаетесь как-то хорошей быть еще. Причем я смотрю, что вы уже практически очистились, у вас уже это все есть. Все эти наработки есть, но немножко вот в проявлении себя вы можете себя где-то ограничивать и оглядываться, что там другие подумают. То есть вроде бы вы уже тоже набрали эту силу, но вы пока еще не раскрылись в императрицу полностью, как он, понимаете? То есть именно встреча с ним, сейчас не удивлюсь, если выйдет императрица, понимаете, скоро. Ну, конечно же, какая императрица, если здесь колесо фортуны, понимаете? Вот такие вот старшие арканы, понимаете? Здесь есть колесо фортуны, потому что это абсолютно по судьбе. Я же говорю, весь род сейчас работает на это, вы работаете на это, вся жизнь сейчас ваша направлена на то, чтобы вас, согласно вот тому человеку, которому вы хотите, который ваш род ведет к вам, вас, как бы, знаете, вот вашу зрелость, вашу уверенность в себе, потому что у вас даже есть еще, знаете, сомнение, что я достойна императора.
У вас есть сомнения, вы как бы этого хотите, но если вы начинаете с собой разговаривать, ну да, я в этом еще не очень, я тут еще не это, а тут еще не так. И в чем-то вы, кстати, на самом деле действительно правы. Но в целом вы, в принципе, на правильном пути. Понимаете, колесо фортуны показывает, что здесь очень, знаете, такой момент. С одной стороны, у вас идет борьба, вы не знаете, да, нет, у меня получится или нет. С другой стороны, вы абсолютно уверены, понимаете, потому что вы чувствуете зов сердца. Вот как Альберт Эйнштейн проводил, он знал, он верил, он, понимаете, идея вот эта свобода его души, она его вела. Вот так же и вы тоже. Я не знаю, вот что можно еще после этих двух карт, скажите мне, девочки, что можно еще добавить, понимаете? Девятка кубков, девятка воды. Ну, это огромное такое, понимаете, вот счастье. Ну вот я урвала свою жемчужинку, свой бриллиант, и я буду хранить это от своего сердца. Потому что, боже, ком. Понимаете, здесь это не, здесь именно это не страшно суд, не суд, а здесь это именно не суд, это карта, почему-то я страшно суд все время называю сейчас. Такие нынче времена, да, потому что здесь звонок, понимаете, вам звонок, вас уже зовут, потому что это мужчина, ну боже, ну какой он классный. А вы пока, понимаете, вот такой же мужчина вас ждет. И такая энергия ждет, понимаете? Вот он как, посмотрите, как здесь вот он рыбку эту приглашает. Класс. Смотрите, какой мужчина вот от рода вам идет. Почувствуйте эту энергию. Вот я Альберта Эйнштейна записывала, вот абсолютно, посмотрите этот расклад, 10 раз повторяюсь. Там была точно такая же чистая, светлая энергия мудреца, светлая энергия, доброта. Вот просто доброта льется, понимаете? И вот он вас, как рыбку, тоже такой принимает, как будто бы помогает раскрыться, потому что все, что он уже в себе раскрыл, все, что он уже может, вы еще пока в себе до конца не раскрыли, вы пока еще в процессе, понимаете? У вас еще есть вещи, которые вы пока еще раскрываете в себе. Вы, с одной стороны, уже хотите быть императрицей, быть рядом с императором, но вы сами про себя еще знаете, поэтому вот вам кажется, что вам рот мешает, потому что есть еще какие-то сопротивления. Но, как известно, мы сами даем людям роли в нашей жизни, понимаете? Здесь топ кубков, понимаете? Мы сами даем людям роли в нашей жизни. И вы посмотрите, здесь конек, где же жемчужина, понимаете? На самом деле ваш род вам не помеха и не противник, не враг, а ваш помощник, а ваш соратник, а ваш, знаете, это вот как, вот не зря дерево, род, да, это как цветок, у которого стержень, да, ствол, или как это на русском сказать, ну вы поняли, да? Вот это он его ведет, чтобы наконец-то этот цветок раскрылся, понимаете? Вот сегодня расклад, он абсолютно об этом. Вот он абсолютно об этом. Боже. После того, как я на том канале сделала расклад про Трампа, девочки, уже прошло сколько времени, постоянно меняю колоды. Представляете, колоды начали шалить. Этот шулер добрался даже до самых моих светлых колод. Вот так вот, понимаете? Поэтому я буду стараться и стараюсь, буду выбирать только светлых героев. Поэтому вот людей, которые ходят на грани, как там Трамп я смотрела, еще кого-то я смотрела, людей, которые находят на грани, у которых темной энергии, там, или 50 на 50 или больше, я таких героев брать не буду. Вот, кстати, и вы тоже. Почему я сейчас об этом сказала, понимаете? Потому что вы сейчас в таком моменте, когда у вас вроде есть мечта, но вы сейчас можете общаться с мужчинами, шестерка воздуха, когда вы уже как бы выдвинулись в новое время, но вы пока еще можете встречаться с мужчинами, понимаете, которые, скажем так, могут быть еще, знаете, по-темному ходить. И вы с такими мужчинами сейчас можете знакомиться, строить отношения, но вам уже там дурно пахнет, вам уже плохо от этого. Вам уже это путает все карты. Вот я же говорю, вот я сделала расклад на одного такого, знаете, темного, можно сказать, персонажа. Но он не темный прям персонаж. Там, я же говорила, даже в раскладе есть много светлых энергий. Там, я не знаю, если можно оставить ссылочку, я вам оставлю. Но вот он мне теперь, представляете, вот я прикоснулась к нему, и он теперь залез шулерить со всеми моими колодами. Ну, девочки, знаете, вот что я еще хочу сказать? Давайте посмотрим вам карту совета, потому что самое главное из этого расклада могу сказать, что вы думаете, что вас не любят, что вам мешают, что вас обижают. Понимаете, выходите из этой позиции жертвы, понимаете? Выходите. Кстати, никогда не выходила эта карта на этой колоде, на этом канале. Тройка жезлов, здесь тройка огня, понимаете? Вот
Идите в свой путь, верьте. Перестаньте думать, что вам хотят зла. Перестаньте, выйдите из этого состояния жертвы, понимаете? Войдите в состояние Творца. Войдите в состояние такого изобилия, уверенности в себе, понимаете? Перестаньте перекладывать ответственность на других в чем-то, обвинять кого-то. Даже на секунду, если мысль закрадывается, ну это потому что там то. Сразу же пресекайте, понимаете? Потому что вы же хотите императора. Вы хотите императора, понимаете? Я все правильно вам передаю сейчас, понимаете? Messenger of yours. Туз Пентаклей. У вас есть абсолютный шанс, возможность, понимаете, жить по-новому. Почему мессенджер? Почему я сказала, что туз? Потому что туз следом приходит. Понимаете, здесь туз, это же у нас паш. Здесь туз земли, то, что я сказала, туз кубка, туз жезлов. Шанс идет, вам сейчас прекрасная возможность начать жить по-новому, понимаете? И вы должны действовать, девочки. Вы должны действовать конкретно, менять свое поведение, понимаете? Вот с нуля жизнь начать. Здесь удивительная карта «Дурак», нулевая точка, когда вам как будто бы заново нужно переродиться, понимаете? Вы помните, там был зов тоже, call. Не суд, а call был, звонок, сигнал. Этот расклад для вас сигнал, что если вы замечаете, что вы кого-то обвиняете, что вы немножко в жертву уходите, даже на долю секунды, прекращайте это делать, потому что если у вас это останется, то вы не сможете соединиться с императором, отправиться в свой путь, понимаете, и встретиться со своей мечтой, с императором, понимаете, потому что вас ведут именно к императору по колесу фортуны. Именно такого мужчину вам ведет ваш род. А вы думаете, мне от рода только, не знаю, там, алкоголики да тунеядцы. Ну, условно, вам такое идет. Что там это. Поэтому и надо отделиться от рода. И вот я от них отделюсь, у вас такой есть момент, вот я буду сама по себе, вот я себе буду счастливой, понимаете, там у меня удача получится. Но на самом деле удача, шанс и очень такие, знаете, вот эти хорошие перемены, хорошие такие исходы, они именно, если вы начнете быть благодарны своему роду, а не пытаться постоянно найти какой-то там подвох, понимаете, вот этот расклад вообще, он про благодарность роду, потому что на самом деле вам, вот понимаете, нужно в королеву Пентакли выйдете уже во зрелую позицию вам нужно выйти, понимаете, в зрелую, ответственную позицию вам нужно встать, потому что вы иногда можете в такую, знаете, не туда сворачивать, поэтому все. Больше не могу, цикады пока замолчали, давайте заканчивать расклад, потому что я уже все, я тут ору просто, я не могу их перекричать. Они такие сегодня, понимаете? Какой прекрасный поток, какая прекрасная колода. Ну вот очень она мне нравится, эта колода хорошая Таро, прекрасно она работает, уже было у меня, по-моему, пару раскладов на этом канале, на этой колоде, девочки, поэтому совет вам, вы поняли, да? Меняйте стратегию поведения, поднимайтесь выше проблем, все, цикады говорят, я прекращаю, а я что? А я повинуюсь. Все, девочки, оставляйте в комментариях, что вам резонировало. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеться снова. У меня есть закрытый телеграм-канал, где я делюсь не только там своей личной жизнью, какими-то приятными, красивыми моментами. Также там есть карта дня, там есть расклад на неделю, там есть календарь, там есть много разных таких моментов, которые вам будут интересны и полезны в продолжении этого канала, такое личное пространство Евы. Поэтому переходите в закрытый телеграм-канал, там достаточно такая вполне себе доступная подписка. Если вам это интересно, буду вас там ждать. У нас собирается такое уютное женское сообщество. Ну и также всегда вас жду, приглашаю, пожалуйста, поддержите мой новый проект «Сильные стороны известных людей». Пишите, пожалуйста, кого бы вы хотели рассмотреть. Мне очень интересно именно выбирать сильных и светлых людей, потому что именно к их энергии хочется прикасаться, а к остальным желательно подальше. Ну, вы поняли. Ну что, до связи. С вами была Ева. Пока.